Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке мы с вами вяжем подставочку под горячее, либо можно считать это еще как один из вариантов обвязки круга. Ну, то есть, если вы будете вязать коврик, подставку под горячее, также сервировочную салфетку, я вам покажу один из вариантов обвязки. Итак, в работе я буду использовать шнур Карамель Бэби 2 мм, полиэфирный шнур. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Все реквизиты оставлю в описании под данным роликом. Вязать будем крючком номер 3. И сам круг, заготовка у меня уже готов. Связано 4 ряда. Идеальный круг, без видимых следов перехода. Как вязать такой идеальный круг, у меня есть целый ролик. Там есть 3 варианта перехода на новый ряд при вязании идеального круга. Кому интересно, кто хочет просто, может быть, кто-то научиться, может быть, кто-то проверить, может, у него другие способы и варианты. Итак, у нас связано 4 ряда, 48 столбиков с накидом. Это идеальный круг. И теперь мы переходим уже на обвязку. Так, на ряд обвязки. Ряд обвязки, ну, обвязка будет состоять из 2 рядов. Как переходить, подробное видео я вам говорю, вы посмотрите у меня ролик. А мы сейчас сразу же вяжем. Так, делаем первый столбик. Провязали. Кому интересно, еще раз покажу. Итак, закрываем ряд одним из способов. Я рассказываю, что у меня их 3. Обо всем рассказываю подробно в отдельном ролике. Вытянули петельку. Еще раз сюда ныряем. 2 петельки на крючке провязали. И еще 2 воздушные петли. Вот это у нас первый столбик с накидом. Смотрите, как у нас выполняется обвязка. В следующую мы вяжем отдельно стоящий один столбик с накидом. Под следующую косичку мы провязываем 2 столбика с накидом и набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот сюда идем для закрепления соединительной петелькой. Далее все провязываем точно так же, как я вам показала вот этот, скажем так, кластер. Под следующую косичку мы снова провязываем один столбик с одним накидом, 1, под вторую 2 столбика с одним накидом, 1, 2. Это мы вяжем пока одним цветом. Далее в работе у нас еще будет вот такой графитовый участвовать, но это будет второй ряд. Снова провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, да? И точно так же с соединительной петелькой делаем вот такие вот петли. Еще раз покажу, а далее по кругу вы свяжете самостоятельно. Так, накид. Под первую косичку 1 столбик с накидом, под вторую 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот так вот соединительной петелькой зафиксировали. Вот такие 3 петли, 3 кластера, скажем так. Идем по кругу, провязываем точно так же, как я вам показывала, создавая вот такие петельки. Итак, заканчиваем первый ряд обвязки. У меня получилось 24 таких хвостика, так как мы обвязывали круг, который состоит из 4 рядов, в котором было 48 столбиков с накидом. Соответственно, вот этих хвостиков будет в 2 раза меньше. То есть у меня их получилось 24. Итак, смотрите, закрываем. Я уже обрезала свою ниточку. Связали последний вот этот вот
хвостик. И где у нас было начало вязания, 1, 2, 3, в третью петельку мы соединительной петлей делаем воздушную петельку и вот так вот закрываем наше вязание, да. Этот хвостик можно спрятать уже с изнаночной стороны, он нам не нужен. Сейчас перейдем к другому цвету. То есть просто вот так вот отрезали, и полиэфирный шнур, его просто зажигалочкой. Все. Первый ряд мы провязали. Берем другой цвет. Так, и еще такой момент. Смотрите, мы обвязывали, когда у нас круг уже состоял из 4 рядов, да, по логике между прибавками было у нас 2 столбика, уже в 4 ряду. То есть, если бы мы вязали просто 5 ряд, между прибавками у нас бы было 3 столбика. А вот этот ряд у нас считается уже рядом обвязки. То есть, даже если круг у вас побольше, обвязка все равно будет, ну, вот таким образом состоять. То есть 1 столбик, потом у нас идет прибавка. И в конце вот такое вот колечко. Так, теперь берем другой цвет. В любом месте можно начинать. Именно возле нашего этого кольца. Вводим другой цвет. Делаем воздушную петельку и сюда же провязываем столбик без накида. Потом наше это колечко вот так вот загибаем наперед и сразу за ним провязываем столбик без накида и еще один, то есть всего их 3. И с третьего столбика снова формируем, вывязываем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То же самое, их будет 12. И таким образом соединительной петелькой закрепляем. Снова идем. Первый столбик без накида, загибаем наше вот это колечко. Сразу идем в следующую петельку, второй столбик без накида и третий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И соединительной петелькой закрываем. Следующую петельку 1. То есть проделываем все то же самое. Второй столбик без накида и третий столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И соединительной петелькой. Все. То есть получается вот такие у нас вытянутые петельки, они чередуются со светлыми. Мы провязываем по всему кругу, их тоже должно быть 24. В конце ниточку не обрываем, я вам покажу почему. Итак, довязываем последний элемент, последнее вот это колечко, которое у нас темного цвета. Все вязали точно так же, как я вам показывала. Так, первый столбик без накида. Второй. И третий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, последнее колечко, мы его не формируем. Мы обрезаем нашу ниточку, наш шнур, точнее сказать, и оставляем вот пока в таком положении. Потом, смотрите, что мы делаем. Вставляем крючок и продеваем второе колечко через первое и так далее. То есть мы чередуем, формируя вот такую вот косичку. Можете себе помогать вот так вот пальчиком. То есть мы делаем по всему кругу косичку. Причем, когда мы ее уже полностью сделаем, ну, вот эти петельки можно будет красиво расправить.
Видите, они пока не очень ровно изначально ложатся, но мы, когда все проденем, да, когда сформируем косичку, их можно вот так вот красиво расправить, чтобы получилась ровная коса. И мы продолжаем, продеваем по всему кругу. Как закончить в конце вот с этой вот оставшейся косичкой, я вам покажу. Итак, смотрите, мы дошли, вот здесь мы начинали закручивать в наши петельки. Вот у нас остается последняя светлая петелька, да, мы продеваем ее через темную. И дальше вот этот хвостик, который мы не завершили, то есть последняя петелька, которую мы не сделали, мы опять же продеваем через нашу светлую петлю. Далее заходим под светлую петлю, вот так вот вытягиваем. Смотрите, чтобы петелька ваша не убежала. Опять же потом обратно сюда. Вот таким вот образом мы сформировали нашу последнюю петельку. Смотрите, не видно никаких переходов. Итак, вот наша петелька. Так. И мы соединительной петлей вот так вот здесь закрепили с изнаночной стороны. Смотрите, соединительной петелькой, воздушная петля, все. И здесь еще, в принципе, можно соединительной петлей за начало вязания темным цветом. Опять же, все тоже можно закрепить соединительной петелькой. Вот теперь точно все с изнаночной стороны. Хвостики далее обрезаем. Обрезали один, второй хвостик. Все, и зажигалочкой. Хвостики спрятали. Сейчас покажу, как выглядит салфеточка. Итак, смотрите, как выглядит наша салфеточка. Какие вот такие вот немного выступающие 3D края. То есть и такая обвязка подойдет для сервировочных салфеток, для вот таких вот подставочек под горячие, даже для ковра, в принципе, для чего угодно. Как по мне, очень красиво сочетаются цвета, и получилось, ну, вполне себе красиво. Мне очень нравится. Можно поправить, конечно, чтобы косички были еще более ровные, то есть чтобы они все были ровненькие. Если вам был полезен мой видеоурок, мастер-класс по вязанию вот такой вот подставочки под горячую, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!